Living in a crowded dream, searching for the quiet that you need to breathe. Gave up on your sanity to hide behind your shadow, while you tried to take the sun down. Итак, господа, Range Rover в кузове L322 с двигателем 4.4 турбодизель. И именно на этом автомобиле сейчас происходит замена общеприводных ремней, а точнее ремней приводов-вспомогательных агрегатов. Первое, с чего хочу начать, это сообщить вам о том, что на кузове L322 с двигателем 4.4 турбодизель два ремня. То есть первый ремень у нас малого контура, который устанавливается именно непосредственно на вязкостную муфту, то есть на вентилятор. И второй ремень это, соответственно, основной контур, так скажем, наших приводов-вспомогательных агрегатов. Согласно технологии, данный ремень при замене разрезается. Его на самом деле можно снять и обратно установить. Но мы его порезали, потому что, так скажем, соблюли технологию, лишь только потому, что будем устанавливать абсолютно новый ремень. И здесь есть одна очень такая важная особенность, о которой я хотел бы, чтобы вы все просто-напросто знали. Двигатель 4.4 турбодизель может издавать посторонний свист от привода вспомогательных агрегатов. И причиной всему этому становится кронштейн генератора, который выглядит вот таким вот образом. То есть на данный кронштейн устанавливается генератор. Этот кронштейн, так скажем, старого образца немножечко сгибает. Ремень теряет свою соосность, и при всем при этом начинается, так скажем, посторонний свист, а иной раз даже может и намотать эти ремни, то есть разорвать, порвать их и, соответственно, наворотить кучу интересных вещей под капотным пространством. Основной посыл этого ролика заключается в том, чтобы вы знали о том, что кронштейн генератора существует нового образца и выглядит вот таким вот образом. Давайте я, наверное, вам более наглядно постараюсь показать, в чем же заключается разница, так скажем, кронштейна генератора нового образца. Обратите внимание, что в этих местах имеются отливы усиления, то есть данный кронштейн генератора, он, так скажем, уже усиленный, и его, скорее всего, уже в дальнейшем не поведет. Ну, по крайней мере, как правило, в сервисной статистике и практике повторных таких вот обращений мы не встречали. Особенность двигателя 4.4 турбодизель заключается в том, что велика вероятность постороннего свиста от работы привода вспомогательных агрегатов, и замена ремней может помочь не всегда. Поэтому имейте в виду, что, возможно, потребуется установить, так скажем, модернизированный кронштейн генератора. Помимо кронштейна генератора у нас, конечно же, еще имеются ролики. У нас имеется 4 обводных ролика и один, соответственно, так скажем, натяжитель, то есть натяжной ролик. Регламент замены ремней привода вспомогательных агрегатов на вот этих автомобилях один раз в 130 тысяч. Но, как, скорее всего, уже успели понять, возможно, придется замену произвести раньше. Лишь только потому, что данный кронштейн может погнуть, и ремни могут выйти из строя. Вот, по сути, господа, наверное, и все. Это был главный основной посыл о том, что вы просто-напросто знали, что существует модернизированный, усиленный кронштейн генератора, который зачастую помогает в решении данной проблемы. То есть, по сути, при замене ремней привода вспомогательных агрегатов, возможно, потребуется заменить кронштейн генератора. Все, господа, я надеюсь, информация была полезна для вас. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. Пока-пока. Living in a crowded dream, searching for the quiet that you need to breathe. Gave up on your sanity to hide behind your shadow, while you tried to take the sun down.